Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. И сегодня приготовим очень вкусное блюдо из кабачков. Для рецепта мне понадобится один молодой кабачок. Натираю его на крупной терке. Отправляем натертые кабачки в миску или сразу же в дуршлаг. Немного соли. Хорошо перемешаем кабачки с солью и оставим минут на 10, чтобы кабачки постояли и пустили сок. Нам нужно удалить из них лишнюю влагу. 3 картофелины среднего размера натираем также на крупной терке. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы смотрите мои видео. Я очень рада, что вы смотрите меня со всего мира. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас. Так, картошку мы с вами тоже натерли. Теперь вот так вот сжимаем картофель в руке и отжимаем лишний сок и лишний крахмал из картошки. Отправляем картофель в миску. Немного соли и черного перца. Сюда же добавляю тертый сыр, здесь где-то грамм 50, и разбиваю одно куриное яйцо. Все хорошо перемешиваем, чтобы все ингредиенты хорошо объединились. Вернемся к нашим кабачкам, они уже постояли и пустили сок. Теперь точно так же набираем горсть тертых кабачков, цукини и хорошенько отжимаем лишний сок руками. Вот такая вот масса из кабачков должна получиться. Она не слишком сухая, какой-то остаток влаги в ней есть, тем не менее лишнюю воду мы удалили. Добавляем цукини к картошке и сюда же кладем 2 или 3 столовых ложки крахмала с горкой. Еще раз все хорошо перемешаем. Друзья, если вам нравится этот рецепт, поделитесь, пожалуйста, им с вашими друзьями. Сохраните в себе закладки, чтобы не потерять. Я уверена, что он вам понравится, и вы захотите к нему еще вернуться, чтобы приготовить его не один раз, потому что ваша семья точно оценит этот простой, быстрый и очень вкусный рецепт. А мне также понадобилась форма для маффинов. Я смазываю формочку растительным маслом при помощи кисточки, хорошенько смазываем каждую чашечку и выкладываем картофельно-кабачковую массу в наши отверстия формочки для маффинов. Заполняем где-то половину формы, потому что у нас с вами здесь будет еще очень вкусная начинка. И теперь нам нужно немножко утрамбовать нашу массу. Вот так. Теперь берем обычную чайную ложку и вот таким вот образом распределяем картофельно-кабачковую массу по стеночкам формы. Все очень просто и легко делается, друзья, так что обязательно приготовьте. Я уверена, что рецепт вам понравится. Очень вкусно получается, просто невероятно. Отправляем маффины в духовку минут на 20 при температуре 180 градусов Цельсия. А пока запекаются наши корзиночки, мы с вами разогреваем сковородку с растительным маслом и нарезаем одну луковицу полукольцами. Друзья, вы тоже плачете, когда режете лук? Я все время плачу, пока что не нашла для себя идеального способа, который работает, чтобы избавиться от лишних слез. Поэтому, если у вас есть какие-то советы, пожалуйста, пишите в комментариях, буду вам благодарна. Отправляем нарезанный лук в разогретую сковородку и обжариваем лук на среднем огне минут 5, чтобы он немножечко обмяк. Припустим его. Одну паприку нарезаем. Сначала вот такой соломкой. А затем маленькими кубиками.
Готово. Отправляем нарезанный болгарский перец к луку. Приправляем солью по вкусу. Немного черного молотого перца. Можете добавить какие-то еще ваши любимые специи для яркости вкуса и для аромата. И все хорошенько перемешаем. Сюда же натираю 1 или 2 зубчика чеснока. Чеснок по вашему вкусу. Я люблю остренькое, поэтому всегда добавляю побольше чесночка. Еще раз хорошенько перемешаем. Очень вкусные, свежие, ароматные овощи. Рецепт просто бесподобный. Конечно же, сюда просится любая зелень. Петрушечка будет просто идеально. Нарезаем петрушку. Можете взять укроп, базилик, может быть, кто-то любит кинзу. И добавляем нарезанную зелень к овощам. Можете, конечно же, взять зеленый лук. Очень актуально. Свежо, вкусно, много витаминов. 1 помидор нарезаем. Сначала вот такими вот ломтиками. И затем небольшими кубиками. Этот рецепт готовится очень быстро и просто, и все продукты для него доступные, вы найдете их в ближайшем магазине, поэтому обязательно готовьте. Можно приготовить его на завтрак заранее и потом хранить в холодильнике или даже в морозилке и просто разогревать по мере необходимости. Можно приготовить для ужина точно таким же образом, и даже можете подать вот такие вот маффины на праздничный стол. Это очень быстро, вкусно и красиво. Я переложила обжаренные овощи в миску. Сюда же разбиваю 1 куриное яичко и хорошенько перемешаем. Так, посмотрите, какие у нас чудесные получились маффины, корзиночки для маффинов. Оставим пока их в сторону и нарежем с вами немного ветчины, вот такими вот квадратиками. Теперь берем ломтики ветчины и раскладываем их в наши гнездышки, кабачково-картофельные гнезда. Мне нравится такое название, а вам? Как бы вы назвали этот рецепт, друзья? Поделитесь вашим мнением в комментариях. И сюда же выкладываем начинку. Буквально 1-2 ложки овощей кладем сверху на ветчину. Ветчины можете положить побольше, если хотите, чтобы получилось еще более сытно. Здесь по вашему вкусу. И вот такая красота. Уже практически все готово, друзья. Совсем немного осталось. Не убегайте, давайте натрем кусочек сыра. Я использую моцареллу, потому что она плавится просто идеально. Недаром всегда пиццу готовят с моцареллой. И теперь тертым сыром посыпаем сверху наши корзиночки. Не жалейте сыра, чем больше сыра, тем вкуснее. Кто-то не любит сыр, вы можете его не использовать в рецепте, замените чем-то другим или просто исключите. Друзья, все по вашему желанию. Поэтому всегда ориентируйтесь на свой вкус и на вкусы вашей семьи. Отправляем в духовку корзиночки еще минут на 10, чтобы расплавился сыр. А тем временем нарезаем немного зеленого лука. Так, только посмотрите, это просто вкуснятина. Посмотрите, какие они румяные, красивые. Такая невероятная золотистая, хрустящая сырная корочка. А запах стоит потрясающий. Очень легко достаются из формы. Посмотрите, ничего не прилипает. Идеальный рецепт. Рекомендую от души. Сохраняйте, делитесь с друзьями. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Ну что, все готово, друзья? Уже можно дегустировать. Давайте посыпем немножко зеленью для аппетита.
Только посмотрите, как чудесно, аппетитно тянется сыр. Таких вкусных маффинов я еще никогда не пробовала. Спасибо, что вы провели это время вместе со мной. Желаю вам приятного аппетита. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся.